В разгар зимней бури над глухой сибирской тайгой раздался отчаянный вой. Прикованная ржавой цепью к старому дубу, огромная волчица билась изо всех сил, разрывая шею в кровь. Внизу в ледяной реке тонул ее единственный детеныш. Течение медленно уносило его прочь. Это было жестокое преступление, продуманное и бесчеловечное. Но случайным свидетелем стал пожилой водитель Сергей Ковалев. Ему было 68. Бывший пожарный, с больным сердцем и больными суставами, он ехал на своем старом УАЗе через тайгу, когда услышал крик, от которого стыла кровь. Сергей остановился и вышел в метель. У края обрыва он увидел волчицу с цепью на шее и маленького волчонка в реке. Все стало ясно. Кто-то специально обрек их на медленную смерть. Он попытался вызвать помощь по рации, безуспешно. Связи не было. До ближайшей деревни десятки километров. Тогда Сергей посмотрел в глаза волчицы. В них не было злобы, только боль и немой вопрос: «Ты поможешь или уйдешь?» «Я не такой», – прошептал он. Он достал веревку, привязал ее к машине и начал спускаться к реке. Колени горели от боли, пальцы немели, но он продолжал. На середине спуска карабин не выдержал. Сергей сорвался. Он рухнул в ледяную воду. Холод обжег тело, выбил дыхание. Тяжелая одежда тянула вниз, но он заставил себя всплыть. Увидев, что волчонок почти исчез под водой, Сергей поплыл к нему, не думая о себе. Он нырнул, нащупал маленькое тельце и вытащил его на поверхность. Щенок был без сознания. Собрав последние силы, Сергей добрался до берега, поднялся на каменистый выступ и начал делать искусственное дыхание. Раз, два, три. Он нажимал осторожно, боясь сломать хрупкие ребра. И вдруг волчонок кашлянул. Слабый вдох. Он был жив. Сергей прижал его к груди, согревая своим теплом, и с трудом поднялся к машине. Но двигатель не завелся, аккумулятор сел, печка не работала. Они оказались в ловушке. И тогда в ночи появился свет фар. Подъехал черный внедорожник. Из него вышел охотник, Артем Волков, богатый браконьер. Именно он приковал волчицу. «Отойди, дед», — усмехнулся он. «Это моя добыча. Ты убиваешь живых существ», — тихо ответил Сергей. Артем рассмеялся и поднял ружье. Сергей схватил болторез. Пока охотник отвлекся, он изо всех сил сжал рукоятки. Цепь лопнула. Волчица была свободна. Она поднялась во весь рост и посмотрела на человека с оружием. В ее взгляде была вся боль пережитых часов. Но долгий плен сделал свое дело. Задние лапы не слушались, и она рухнула в снег. Артем решил, что победил, и шагнул к ней, чтобы добить. Тогда Сергей, собрав остаток сил, метнул болторез в его машину. Инструмент пробил лобовое стекло. Разъяренный браконьер бросился на старика. Он ударил Сергея, сбил с ног, начал избивать. Но в этот момент из леса раздался вой. Ответили другие волки. Стая приближалась. Артем побледнел. Он понял, если задержится, не уйдет живым. Схватив ружье, он прыгнул в машину и умчался в метель. Тайга приняла свое. Сергей лежал в снегу, едва дыша. Волчица подползла к нему, осторожно обнюхала и легла рядом, согревая его своим телом. Волчонок тихо сопел у него под курткой. Утром их нашли спасатели. Связь восстановилась, сигнал все-таки прошел. Сергея спасли. Волчицу с детенышем больше никто не видел. Говорят, иногда в тех местах слышен тихий вой, не скорбный, а благодарный. А в маленьком доме на окраине деревни живет старик Сергей, который знает. Даже один человек может изменить судьбу, если не пройдет мимо.